Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 20 по 31 июля. Давайте узнаем, что же нам подскажут карты астрологически 24 июля. Новолуние во Льве– это энергия обновления. А если мы говорим о Льве, то тут три главных направления, которые мы можем применить абсолютно к любой сфере жизни. Первое– это ваши амбиции, это ваши желания, это ваши намерения, мои дорогие близнецы. Второй момент– планирование. Причем не сиюминутный какой-то процесс или то, что мы хотим теперь. Нет, это на далекую дистанцию. Опять же, увязывая с вашими желаниями, целями, амбициями, может быть, и честолюбивыми планами. И третье направление– отдых, как ни странно. Именно знак Льва для всех знаков зодиака учит как будто их на своем примере правильно отдыхать, правильно, рационально относиться к отдыху. И это не имеется в виду ничего не делания. Нет, здесь могут выступать на первый план вопросы рационального отдыха или интересного отдыха, может быть, где-то и хобби, здорового образа жизни, вопросы вашего имиджа, мои дорогие. Да, мы восстанавливаем силы и здоровье. В конечном итоге это нам помогает, потому что мы лучше выглядим, у нас может быть отчасти больше терпения, но это отдохнувшие люди, а уставшие больше и чаще делают ошибки. Вот, наверное, к любой сфере жизни, если мы это применим, правила, это и какие-то наши далеко идущие планы. И главное, что будет означать прогресс не послезавтра или завтра, а лет это через 5, а то и через 10. А если мы говорим про отдых, здесь могут быть желания путешествовать. Или, может быть, когда даже через имидж для вас, кому-то, может быть, из вас придется или вам хочется сломать словно о себе шаблон. Вот это может хотеться, потому что Уран меняет, ломает все шаблоны. И Уран в вашем знаке зодиака сейчас. И это и как стереотип какой-то ломается. Может быть, связано и с внешними ситуациями, но и вам может захотеться. Может быть, вас несколько однобоко люди воспринимают, и вы это уже чувствуете. И вы решите, что «а нет, все, хватит, баста, мне это надоело. Мне, правда, нужно сломать вот этот стереотип». И хоть мы и говорим, провожают по уму, а встречают-то ведь по одежке, да, вот эта пословица. Или первое впечатление, которое у человека западает о нас в первый момент, оно самое цепкое. Оно именно остается в душе. И вы можете, так проанализировав, прийти тоже к выводу, нет, есть некоторые четкие пункты, которые мне нужно исправить. Ну, давайте узнаем. Очень интересный период. Время, как и планирование ваших достижений в карьере, про планирование вашей популярности. Сделать из вашего хобби новый вариант дохода. Может быть, и до конца июля мы можем согласовать некоторые документы, важные бумаги, провести важные переговоры, взяться за реализацию сложной идеи или проекта, который впоследствии тоже принесет финансовый доход. Первая карта. Что вас удивит, кто или что появится неожиданно? Что из прошлого, уже вам знакомого, требует вашего внимания? Это не обязательно может быть человек, это какое-то дело или тема. В чем ваша сила, в чем ваша фортуна, в чем ваша удача? Ваши достижения по основным сферам жизни посмотрим. Ваши амбиции, труд, работа, бизнес у кого-то. Сфера финансов, любовь, личная жизнь, а может быть и вопросы дома. Вторая колода, 78 дверей, мы достанем 3 карты, как 3 знака судьбы. Может быть, как 3 направления или 3 составляющих каких-то важных, которые вот потребуют и времени, и терпения, и сил от вас. Итак, первый знак судьбы, второй знак судьбы и третий, что нужно учесть, принять во внимание. Что же вас удивит? Глаза, да, разбежались. По семерке кубков, с одной стороны, иногда это прокрастинация. Мы все думаем. И, может быть, хочется всего и сразу. А карта говорит, нет, сейчас только что-то одно. Вам действительно вам нужно сделать выбор, как минимум закончить какой-то период разногласий с самим собой, мои дорогие близнецы. Самому
задать вопрос, главный вопрос, я бы сказала, в течение периода до конца июля. Ты действительно этого хочешь? И пусть у кого-то это личная жизнь. Ты действительно хочешь продолжения какой-то истории? И этот период, я должна сказать, может нам подарить такую встречу с бывшими. Должна сказать также, мы можем столкнуться с токсичными людьми, с какими-то высказываниями самого разного рода. А если бывшие какие-то истории, вдруг я допускаю такое, и это где-то будет сопряжено с новолунием во Льве. Это когда бывший, может быть, и партнер, или какая-то вообще давняя история любви возвращается в вашу жизнь и начинает вам рассказывать о вечной любви. Будьте благоразумны, мои дорогие близнецы. Если прежде была какая-то проблема или ситуация, ну, вряд ли она сама по себе исчезла. То есть не найдите розовые очки, но это важная задача на весь период до конца июля. А если, опять же, токсичные люди, то, значит, на этих людей нужно правильно реагировать, как преодолеть этот барьер, чтобы вас это буквально не цепляло. Тут вообще по семерке кубков, коль уж вам выпала эта карта, независимое суждение вам предлагается рассмотреть и с чем-то определиться. Потому что если вы будете слушать или как собирать, кто что думает, или кто вам какие советы дает, у вас будет какая-то путаница, вы никак не сможете с чем-то определиться. Делайте выбор душой, делайте выбор сердцем, но какая-то чехарда, пауза или прокрастинация, или сложный выбор, он должен быть закончен. Ведь иногда это карта иллюзий, кстати. И поэтому все то, что я сказала про людей, которые неожиданно нас удивляют какой-то любовью, хотя прежде, ну, наверное, мы с чем-то разочаровались. Так вот, не очаровывайтесь, чтобы потом не разочаровываться. Что из прошлого, ну, тут правда, знакомого, потребует вашего внимания? Я бы сказала, все люди. Или, может быть, знакомые ситуации. Где-то и не стоит пытаться в реку войти дважды. Может быть, вы хотите что-то инициировать, но по семерке жезлов 2 семерки. И семерка чаще всего это не та активность, которая от нас требуется. Здесь, скорее всего, активность со стороны в отношении вас, мои дорогие. И по семерке кубков здесь это может проигрываться, как какая-то новостная чехарда. Или даже множество каких-то предложений, множество каких-то интересных мероприятий. И тоже глаза разбежались, и куда же я пойду? И что мне интересно? Мне интересно сразу все. А вот везде я не могу успеть. Я могу такое предположить. А по семерке жезлов это тоже, опять же, воздействие на нас. Но чаще эта карта говорит, сохраняй свой внутренний центр какой-то, потому что люди, а именно люди, они пытаются нас куда-то вовлечь или на что-то уговорить, на взаимодействие, на продолжение чего-либо, но они имеют свой интерес. А тут нужно где-то красивый маневр совершить, чтобы иметь вообще какой-то запасной аэродром. Может быть, вы и соглашаетесь на какое-то дело. Примите во внимание 2 семерки. Иметь возможность отступить полшага назад – это сделать себе какое-то доброе дело или сослужить службу. Мы ведь еще не знаем наверняка, как будут разворачиваться события. Поэтому и говорят, ты определись, что тебе важно. Или что просит ваша душа, мои дорогие близнецы? Потому что со стороны людей может быть как и много новостей, информации, каких-то предложений, но мы рискуем себя растиражировать, а этого делать не следует. Вот из прошлого может быть много людей или каких-то контактов, может быть вдруг это кто-то пытается вас заинтересовать прежним проектом, в котором вы участвовали. Потом вы дали, может быть, даже себе зарок, что нет туда и ни ногой. А здесь, ну, с каким-то новым подходом вам что-то предлагают. Думайте, когда вы на что-то соглашаетесь. В чем ваша удача, в чем ваша фортуна? Ну, договориться вы сможете это точно со всеми. Карта «Мир». Но еще это итоговая карта, последний старший аркан. Э, Тут действительно нужно определиться, чего просит ваша душа. В конечном итоге вы это и получите, ведь аркан «Мир» говорит о том, что все возможно. И нет ничего невозможного. Главное, правильные цели, задачи перед собой поставить и где-то настойчиво в этом направлении двигаться, и тогда все то, что вы хотите.
И у каждого здесь свой приоритет. Стать популярным. И, кстати, энергии новолуния во Льве. И в целом планетарные транзиты, особенно и для вас, до конца июля играют добрую службу, создают для вас, как знаете, зеленый коридор, когда вы можете несколько быстрее добиться желаемого. Хотите популярности? Пожалуйста. Но определенная настойчивость или, знаете, вот ваш собственный центр нужно сохранять. Потому что если вы начнете, ну, условно метаться, переключаться между тем, что одному человеку интересно, другому человеку интересно, может быть, и вас там в какой-то мере тоже интересы совпадают, но приоритеты, правильно, все-таки обе карты говорят о приоритетах. Это как основа всего. И если ты поставишь перед собой четкие, вот как цели, 1, 2, 3, вот тогда ты и добьешься. Или вот славы, признания. Может быть, мои дорогие, путешествий. Может быть, достижения по финансам. Кстати, у вас на финансы очень благоприятный период начинается. И как выйти из какого-то недостатка финансового, так и может быть через карьеру, через новый род занятий вашей деятельности. Пожалуйста, кто-то захочет буквально власти, мои дорогие, и где-то это будет перекликаться с вопросами карьеры, или когда вы поставите вообще какую-то планку высокую, не совсем на мелком уровне сделать карьеру, а вы вот этот план, если мы говорим планирование, да, по новолунию во Льве, на долгий период времени, может быть, лет на 5-10, почему нет? Для вас возможно все, но для кого-то здоровый образ жизни, правильный отдых, да, или, может быть, необходимо уделить внимание своей бодрости, чтобы меня на все хватило, и кто-то из вас может начать заниматься или изменить, допустим, свое питание, вот даже так, да, или активность свою, или свои привычки, почему нет? Можно перечислять до бесконечности, но у вас сейчас действительно фартовое время, как мы говорим, удача сразу в нескольких направлениях может вам улыбаться. Но от вас требуется только одно – определиться. Все вместе и сразу в комплексе, как будто мы не получим. Нужна настойчивость, именно в одну как будто цель нужно бить, мои дорогие. Ваши амбиции давайте узнаем, работа, бизнес. Может быть, и есть конкретный человек, вот такой рациональный по королю Пентаклей. Это, конечно, великий консерватор, но это тот человек, который умеет зарабатывать деньги. У кого-то из вас, это правда, это статусная карта, вопросы вашего статуса. И именно по или через финансы, это по работе будет. Потому что мы хотим большего жалования, стало быть. Или нам приходится больше работать, или, может быть, дополнительные какие-то источники дохода рассматривать. Себя, может быть, тоже хочется попробовать в новом деле. Новых высот хочется достичь по этой карте. Это могут быть также согласования с банками, может быть, и какие-то персоны, которые ну, обладают определенными рычагами влияния, или в рамках своего регламента, или в своей должности могут тоже решать какие-то вопросы. Вот здесь будет какой-то результат. Все-таки король Пентаклей говорит о результате, но он также может говорить о личной ситуации. Иногда по королю Пентаклей проходят супруги даже, да, вот такое тоже может быть. Может быть, и это даже не супруг, но какой-то партнера, например, по вашему бизнесу или какая-то конкретная история с человеком, тоже может быть к решению, может быть как подписание бумаг, пересмотр какого-то соглашения, договоров, когда у вас есть взаимный интерес финансовый или, может быть, даже какая-то финансовая зависимость. Может быть, вы будете как раз и пересматривать как партнерские отношения. Я такое могу предположить. Будьте рациональны. Все же карта короля Пентаклей говорит о том, что вот в решении тех вопросов, которые касаются какой-то конкретики или материальных дел, и неважно, чего тут касается, недвижимости, конкретной работы, вашей занятости, или это опять же финансы, вот здесь не должно быть эмоций, иначе они создадут какую-то вам путаницу. Сфера финансов сама по себе. Но у вас благоприятное время, нам уже об этом сказала карта. А шестерка пентаклей – это карта финансового успеха, а еще это словно помощь ангелов, помощь высших сил. Удачное время, мои дорогие.
Вам может прийти какой-то человек на помощь. Вы можете провести важные согласования по части финансов, денег. Вы можете оформить какие-то документы. А также для кого-то из вас, если, ну, вдруг создается такая сложная ситуация, вам нужно совершить платеж, недостаточно средств на счету, например, или задерживаются ваши деньги, ну или другая какая-то иная ситуация, то есть тот человек, который вас готов выручить. Единственный момент, эта карта, это когда мы все-таки принимаем, это когда мы рачительные хозяева, это когда мы не упускаем, как-то очень правильно взаимодействуем с людьми. Но здесь могут быть и такие нюансы, когда от вас как будто какая-то помощь требуется, может быть, и вашим близким, родственникам. Но вот тут все же я вижу, что, возможно, вам захочется что-то пересмотреть. К примеру, по этой карте мы не даем в долг. И карта нам говорит, помни, рука дающего завтра может стать рукой просящего. Поэтому смело могу сказать, может быть, и переплетаются финансовые темы с темой недвижимости. Или вы обустраиваете что-то дома. Может быть, для кого-то это ваша работа или последующим, откуда к вам будет приходить доход. Но вот, внимание, финансовая составляющая – это как тема номер раз. Призывают эти энергии для вас быть сосредоточенным. Мы не можем тут расслабиться. Или, не успев додумать какой-то вопрос или тему, подписать важный документ в надежде, что потом разберусь. Нет, вверху семерка жезлов. Она как раз и говорит о том, что пристальное внимание к деталям. И именно чего хотите вы сами. Вот задавайте себе почаще вопрос в этот период, действительно ли я хочу, чтобы эта ситуация была. И насколько глубоко я готов в этом деле участвовать. Или насколько долго меня хватит. Тут нужно вам с чем-то определяться. Еще раз, да, как будто нам подсказывает карта. Четверка пентаклей. Вообще, посмотрите, весь низ у нас о пентаклях. А здесь планов громадье. И вроде есть какой-то итог. Да и вы, мои дорогие близнецы, можете чувствовать вот энергии этого периода, когда и правда что-то у вас сейчас получится. И с одной стороны, может показаться, что дай-ка я попробую еще раз какой-то проект. Четверка пентаклей. Но тут, знаете, ведь это карта надежности, да? Или иногда, если мы говорим о финансах, то тут сохранение больше финансов. Но мы смотрим еще и на личную жизнь, а мы говорили, может быть, и какая-то история прежняя. По четверке пентаклей иногда проходит ревность, может быть, жалко терять человека, может быть, какая-то привычка. Вот есть такой момент. И вроде бы как и есть и новые люди, есть у вас уже и новые интересы, а есть еще какая-то история, которая тоже вас держит. И вот такой может быть сложный выбор для кого-то. Значит, надо все расставить по местам, чтобы вам это не мешало. А для тех, кто в паре, стабильный период, что ты тут скажешь? И кто знает, вверху аркан мир, вы можете с кем-то примириться. Может быть, со своей дрожайшей половинкой или со своими родственниками, близкими можете найти ключи к общему взаимопониманию. Здесь тогда для вас многие вопросы, знаете, не просто уравновесятся, а придут в какое-то стабильное положение. И это будет тоже способствовать вашей уверенности. Вот, наверное, как вот этот король Пентаклей, это ведь символика уверенного человека. Но эту уверенность он строил сам. И, видимо, и вам нужно построить какую-то собственную новую концепцию вашего благополучия. И, что называется, все козыри в ваших руках. Тут единственное вот эти две составляющие, две семерки, когда есть или в виде уговоров, или, может быть, в вашей какой-то тоже, ну, сумбур, сумятица, не можете сделать какой-то однозначный вывод или выбор. Но как только вы его сделаете, тут словно жизнь, знаете, становится более понятно, более надежно, может быть, для вас самих. И вообще до конца 2025 года наша задача адаптироваться и организовать свою жизнь по-новому. Вот поэтому уделить порядку в собственной жизни. И что вы готовы продолжать, чего вы хотите на самом деле, а чего вы точно не хотите, мои дорогие близнецы, даже приблизительно. Знаки судьбы. Королева Пентаклей.
Здесь есть какой-то союз, который точно следует продолжать, и неважно, что как бы одного знака зодиака, да, ну, если мы говорим об астрологии, часто как раз по пентаклевым картам двора это идут как символика надежных отношений, надежной семьи. Да, может быть, в любой паре бывают какие-то неувязки, скажем, или неточности, бывают и недопонимания. Личная жизнь– это не есть что-то безоблачное, бесконечно радостное. Это все-таки труд. В первую очередь работа над отношениями. Но вот есть какая-то надежная связь для вас, как люди, на которых вы можете опереться. Может быть, это вам самим хочется уже больше порядка, опять же, в вашей жизни. Королева Пентакли вообще это та, и неважно, это даже к вам, мои дорогие мужчины, может относиться. Может быть, и женщина в вашей жизни такая есть. Но это в целом как бы энергетика человека, который ставит перед собой цели, планы и к этому идет сам. Он не ждет манны с небес. Королева Пентакли умеет сделать сказку былью, и она не надеется ни на кого. Она и именно сама. Она готова работать много, но эта сказка таки в ее жизни наступает. Можно назвать этого человека достаточно рациональным. Он может быть и где-то на своей волне. И, кстати, мои дорогие девочки, для кого-то из вас этой вот энергии, которую я сейчас обрисовываю, вы их особенно можете чувствовать. Больше хочется порядка. Может быть, хочется больше еще и ну, свои какие-то творческие планы воплотить в жизнь. Почему нет? У вас для этого прекрасное время. Вообще, эта карта, это, знаете, как прелюдия аркана императрица. Очень похожие энергии. И здесь энергии дома. То есть буквально порядок дома мы наводим. Порядок в нашей личной жизни. Порядок в работе. Вот вам от начала до конца. Мало что пара выпала. Так и вот эти все 6 карт говорят о том, что есть и материальная составляющая, есть и какой-то ваш как жизненный уклад, который тоже должен быть в каком-то правильном фарватере. Именно в том, который вам нравится, тот, который вы хотите продолжать. Поэтому какая-то путаница, она должна быть устранена. Вам, хотите или нет, для порядка, для начала нужно сделать какой-то важный выбор. И тогда у вас все получится. Посмотрите, шестерка мечей, вообще любая 6, у вас уже пентакли выпали. Это карта успеха, это карта победителя. И здесь финансовый успех, а это заслуженный успех. У кого-то новые варианты работы, новый вид деятельности, кто-то учит языки, кто-то осваивает, может быть, новые цифровые технологии. Буквально нам человек здесь показан, работает за компьютером. Уран в Близнецах. Все человечество ждет, что вот этот транзит, да, он для нас прояснит очень многие моменты по части новых цифровых технологий, и это будет касаться где-то и финансов тоже. Новые системы взаиморасчета. Вы можете что-то подобное изучать. По шестерке мечей иногда идут наши поездки планируемые, может быть и очень далеко, или вообще глобальные переезды куда-то. Смена работы или работа на дому. Как вторичный заработок мы тоже по этой карте можем осваивать новые технологии. И не просто ради любопытства, хотя вам будет именно что-то нравится. Вам должно именно нравиться, мои дорогие близнецы. Иначе вы бросите и начнете рассматривать что-то другое. Вам нужно понимать, действительно, чего вы хотите или чем вы хотите заниматься. Так ли это важно для вас? И тогда вот этот заслуженный успех приходит. Очень много возможностей до конца июля. Третий знак судьбы. Но решиться же мы должны. Вот с чего начался наш прогноз, по сути, тем и заканчивается. Много возможностей, но отправная точка определиться. Отправная точка выйти или решиться на что-то. По девятке мечей мы себя сами как будто изолируем. А нам показывает, что клетка открыта. Ведь посмотрите, это колода 78 дверей. Принципиальное значение имеют открытые двери или закрытые. Нет для вас закрытых дверей. Но самому даже в открытую дверь нужно еще себя как-то собрать и все-таки выйти. Вы можете упустить время, мои дорогие. Поэтому планируйте. Правда, новолуние во Льве. Тут надо планировать, как я говорила в самом начале, не только на короткий период времени, а на далекую перспективу.
как и по части надежных людей. Кстати, может быть, у кого-то и как личная история, да, поскольку пара выпала, а у кого-то вот эта пара как единение души или взаимопонимание с партнером по бизнесу или руководителем, по работе с коллегами. Вот что-то подобное тоже ведь может проиграться. Поэтому надежное окружение, как и финансовая стабильность, это тема номер раз. А откуда они приходят, ваши достижения? Тут тоже у вас карта успеха. Но вот решиться на что-то точно нужно. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. Я благодарю за ваши искренние комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.